I feel very warmed in my heart to be here once again in Moscow. I think it's my fifth visit, spanning a couple of decades, I think, since 93, something like that. На сердце очень тепло от того, что я снова здесь нахожусь. Снова нахожусь в Москве. Это, полагаю, мой 5-й визит. И эти 5 визитов разнесены на 2 десятилетия. Первый из них состоялся в 1993 году. So, just as when your auntie comes to visit, she always says, oh, haven't you grown, Каждый раз, когда к вам приезжает ваша тетя, она вам говорит: божечки, как же ты вымахал или вымахала. So, compared to my first visit, now we have all this smart technology and beautiful buildings and lovely young fresh faces. Так что и по сравнению с моим первым визитом появились хитроумные технологии, прекрасные здания и свежие красивые лица. And some very handsome old faces as well. Ну а также и очень привлекательные пожилые лица. So it's a delight, it's a delight to be here and also to see the interest in Buddha Dharma. И для меня очень радостно здесь находиться, а также наблюдать за интересом по отношению к Будда-дхарме. So I think you should know a little bit about myself already, so I won't embarrass myself and talk about myself. But I think we're having questions at the end, isn't it? Questions at the end? So if there's any questions at the end, if you want to ask me anything then about me personally, then we'll save that for them. Полагаю, вы в общих чертах немного знакомы с тем, что я из себя представляю, поэтому не буду позориться и пытаться себе еще раз рассказать. Но на всякий случай в конце у нас будет немного времени на вопросы и ответы, так что если у вас возникнут какие-то неотложные вопросы по поводу моей собственной персоны, тогда можно будет что-то на эту тему сказать. So the topic of the talk or the lecture this evening is contemplative art and the search for happiness. Тема нашего сегодняшнего выступления или сегодняшней вечерней лекции звучит как «Созерцательное. Искусство и поиск счастья». Contemplative. To contemplate, to meditate. Созерцательное — это когда созерцаешь или медитируешь, то есть. So art that we consider, and of course, me being an artist, that's what interests me in my life, and being a Buddhist in the pursuit of happiness, I should at least have something to say about the subject. То есть о таком конкретно виде искусства мы будем беседовать. Кроме того, мы также говорим и об искусстве в целом, и поскольку я художник и одновременно буддист, который стремится к счастью, ищет для себя счастье, вы могли бы предполагать, что я, наверное, найду, что сказать на эту тему. Because the truth is for all of us, and nobody can argue with this. Конечно, по факту всех нас касается идея о том, и никто с этим поспорить не в силах, we all want to be happy. Что мы все желаем счастья. And we all want to be free. И все желаем свободы. But how do we become happy and what does freedom mean? Но встает вопрос о том, как именно достичь счастья и что именно эта свобода предполагает. Because everyone wishes to be happy, but without the right wisdom or the right path, the right way, we may not know how to be properly happy. Мы все, конечно, желаем счастья, но без надлежащей мудрости, без правильного пути, без правильной стези мы к этому счастью подлинно не приблизимся. And of course, we all know that seeking happiness in material things
doesn't give us true happiness. It's a temporary happiness. И, конечно, мы все знаем, что поиск счастья в вещах чисто материальных нам подлинного счастья не приносит, это лишь счастье временное. Or looking for happiness in the perfect relationship. You know, we could have a good relationship all our life, of course, if we're lucky. But then, of course, one of us, well, both of us, will die. Или же поиск счастья в личных взаимоотношениях. Конечно, если нам повезет, у нас могут быть хорошие взаимоотношения на протяжении всей нашей жизни. Но и тогда, в конечном итоге, один из нас или оба мы в конечном итоге умрем. And you would say to your partner, please don't die before me because I'll be very unhappy. И тогда вы своему партнеру говорите: ты, пожалуйста, не умирай до меня, потому что я тогда очень расстроюсь. And they say, no, you can't die before me because I will be very unhappy. А партнер ваш вам отвечает: нет, это ты, пожалуйста, до меня не умирай, потому что я тогда очень расстроюсь. So you have to agree, we both have to die at the same time. И приходится условиться, что мы умрем одновременно. So we all know that, you know, happiness isn't from these things. Happiness, of course, from the Buddhist point of view, is from yourself. Мы таким образом знаем, что счастье не достигается за счет всех этих вещей. С буддийской точки зрения мы говорим о том, что счастье мы находим в самих себе. So how we become happy, then of course we need to practice to purify our mind, to overcome our obstacles within ourselves, what we call our conflicting emotions. И для того, чтобы это счастье отыскать, нам необходимо заниматься процессом практики. Нам необходимо осуществлять практику, которая позволяет нам очищать свой ум, устранять препятствия и избавляться от того, что мы называем противоречащими эмоциями. And of course, one of the best ways to do this is to meditate. Разумеется, один из лучших способов эту практику осуществлять — это медитация. Because meditation, you become calm. Once you're calm, you're more clear. Ведь, занимаясь медитацией, мы достигаем спокойствия, а добившись спокойствия, обретаем больший уровень ясности. That is the immediate effect of the meditation. Таково непосредственное влияние, непосредственный результат медитации. But the long-term effect of meditation, meditating every day, helps us overcome or cope with the difficulties in life. Но долгосрочный эффект медитации, который достигается, если мы практикуем ежедневно, состоит в том, что медитация помогает нам справляться или взаимодействовать с жизненными трудностями. Because the simple act of meditating every day works on a very deep level of our consciousness. Потому что простое само по себе действие ежедневной медитации на самом деле работает на очень глубоком уровне нашего сознания. My mother, for example, she has meditated every day since I was a child. К примеру, моя мать занимается медитацией каждый день и медитирует с того момента, когда я еще сам был ребенком. So it's easy for me to look at her and see the benefits of the meditation. И потому мне просто посмотреть на нее и в ней увидеть преимущества медитации. And she's so good now at meditating that she doesn't need to be particularly in a quiet place, you know. На сегодняшний момент она настолько преуспела в своей практике, что ей для медитации не нужно находиться в каком-то особом тихом месте. Her meditation is so experienced, you know. She's so accepting of her environment, the noise. Ее медитация настолько пронизана опытом, что она способна полностью принять то окружение, в котором находится, весь окружающий ее шум. She sometimes stays with me and she will say, I'm just going to do my meditation. I'll go, okay. Иногда она останавливается у меня дома и говорит: кстати, сейчас медитацией позанимаюсь. Я такой: ладно, хорошо, давай. Do you want me to turn the radio off? Радио выключить тебе? No, it's okay. Да, ничего страшного. And she'll sit and meditate with the door open. I will be washing up or doing the normal things in the house, and she just sits completely undistracted, completely content, no angst inside that I'm making a noise.
И вот она сидит и медитирует, дверь при этом открыта, я мою посуду или занимаюсь какими-то обычными делами, но моя мать пребывает в состоянии медитации совершенно без каких-либо отвлечений и совершенным чувством удовлетворения. So she's truly peaceful. То есть испытывает подлинное переживание покоя. But more than that, when, like all of us, when there's a big drama in your life, like a very close, dear person, maybe a family member dies, something like that, dies of a bad sickness, cancer or something. Но, кроме того, когда возникают какие-то большие жизненные мелодрамы, с которыми сталкивается каждый из нас, к примеру, когда умирает кто-то из близких людей, друзей или членов семьи, умирает после продолжительной болезни, к примеру, рака, Then, to my mother's, not surprise, but and to my experience as well, she copes with this. She doesn't become emotionally moved by what's happened. You know, she has this inner calmness and this inner strength that just helps her not suffer. И моя мать, и в этом нет ничего удивительного, потому что таков и мой собственный личный опыт, сохраняет совершенное состояние спокойствия. Эти страдания, эти мелодрамы ее как бы не забывают, не задевают. Она сохраняет внутренний покой, который позволяет не испытывать в эти моменты страданий. So it's really good to meditate just a little bit every day. Так что медитировать крайне полезно, по крайней мере, самую малость, каждый день. Okay, so now I should come back to what we're supposed to be talking about. А теперь необходимо вернуться к той теме, которую мы должны обсуждать. Okay, so Tenzin had a nice kind of contribution that he brought to my attention, and this relates to your language of your study group. Досточтимый Тензин сделал чудесный вклад в сегодняшнюю нашу вечернюю лекцию, познакомив меня с идеей о том словоупотреблении, которым мы в Фонде конtemplativных исследований пользуемся. So based on this role of contemplative art, на основе этого самого созерцательного искусства, so in this process of maintaining and the achievement of a higher level of well-being, you know, of happiness, мы на основе этого созерцательного искусства мы можем поддерживать высокий уровень внутреннего благополучия или умственного счастья. То есть мы используем созерцательное искусство для поддержания этого благополучия. So we can look at this in two ways, and this is your cultivating happiness, you say, and what was the other one? Cultivating and revealing happiness, yeah. И для того, чтобы это благополучие поддерживать, мы можем процесс рассмотреть с двух точек зрения. Мы можем рассматривать его как процесс развития или взращивания счастья, или же как процесс раскрытия, выявления. So revealing is revealing what is already there, your innate, your true happy nature. Процесс раскрытия предполагает, что мы раскрываем или выявляем то, что уже и так присутствует, присущую нам на внутреннем уровне счастливую природу. And of course, cultivating is the practice, purification, etc. А взращивание — это, разумеется, процесс развития, процесс практики, где мы занимаемся очищением и тому подобными вещами. Okay, so this is really talking about the process, but then I think I'll move over then really to what makes this art, this contemplative art, so important to us. And I think I thought about this. We can break it into two areas. We can say that what isn't this art that benefits us, this art that inspires us or uplifts us, you know, something that's very beautiful. We can have the question, what is beauty as well? But something that inspires us, something that uplifts us, or communicates this image that we see communicates between our ordinary relative to the ultimate. Sorry, I was a little long there.
И в данном случае мы рассматриваем само это понятие созерцательного искусства и должны задуматься о том, почему оно вообще в нашей жизни может быть важно. И здесь мы, конечно, можем говорить о разных аспектах этого процесса. Мы можем говорить о том, почему созерцательное искусство может для нас быть благотворным или полезным, в каком смысле оно может оказаться для нас вдохновляющим или вызывающим некого рода душевный подъем. И тогда говорим об особой роли красоты, которая на нас оказывает влияние. Конечно, в связи с этим может стать и вопрос о том, что же мы на самом деле считаем вообще красивым, но это отдельное соображение. А в целом мы говорим о том, что подлинное созерцательное искусство, искусство, пронизанное этим духом, нас вдохновляет, вызывает в нас душевный подъем или позволяет нам с чем-то себя соотнести или выстроить некую коммуникацию, некую связь между разными вещами. И те аспекты, которые здесь оказываются между собой соотнесенными, это относительное и окончательное, абсолютное. Мы соотносим относительную реальность и реальность абсолютную. So we can say these three qualities of art, as we're talking about, that inspires, uplifts, and connects us to something more sacred. We can say this is Dharma art. И мы можем сказать таким образом, что искусство, которому присущи эти три отличительные черты, то есть искусство, которое вдохновляет нас, вызывает в нас душевный подъем и позволяет нам выстроить связь с чем-то сакральным, и есть искусство дхармическое. Okay, so how many artists in the room? Сколько здесь художников разных дисциплин? A few. Musicians as well. Musicians, yeah, musicians, writers. Да, не только художники в широком смысле, как бы работники творческого цеха. Музыканты, писатели, кинорежиссеры, поднимайте все руки. Come on, bring it on. Да. Who is creative? Давайте машите руками. Кто занимается творчеством в своей жизни? Creative in the kitchen. Кто творчески подходит к кулинарии? Cleaning. Творчески занимается уборкой. Yeah. We're all creative. We're all creative at something. Мы все в том или ином смысле креативный класс. And what is creativity? You know, creativity is to keep us interested in something, you could say. Что же такое процесс творчества? Что же это за творческий подход? Это просто то, что удерживает нас заинтересованными в любом процессе. So if you're not a creative cleaning person, I won't say cleaning lady, cleaning person. If you're not a creative cleaning person, если вы не креативный или не творческий уборщик-уборщица, не будем говорить уборщица, а так и скажем, уборщик-уборщица. If you don't have that sort of freedom and play, if you don't have that, you're just doing the same boring thing all day. Если вам не присуща какая-то творческая игривость в этом процессе уборки, если вы просто скучным образом повторяете ежедневную рутину, so a skillful cleaning person will do a little bit of dusting. То это одно. А вот, соответственно, человек, который творчески подходит к уборке, немножко так игриво позанимается вытиранием пыли. Maybe they use their right hand, and to make it really interesting, they can use their left hand sometimes. Иногда будет вытирать пыль правой рукой, но чтобы разнообразить процесс, поиграться с ним, иногда, наоборот, использует руку левую. But then, you know, they won't do that all day. They'll go and do some ironing, you know, or cleaning, you know, washing or whatever, you know. They keep changing. They be creative in what they're doing. They make it interesting. They put the music on, you know. They dance with the Hoover, with the vacuum cleaner. Но целый день одним этим вытиранием пыли разными руками заниматься не будешь. Ведь чтобы разнообразить процесс, иногда будешь переключаться на утюжение одежды, а иногда, может быть, на мытье полов. Иногда, чтобы разнообразить все, включишь музыку, потанцуешь немножко с пылесосом. So then it's not a chore, it's not hard work, it's fun. И тогда весь процесс уже не просто скучная рутина. Это не тяжелый труд, а нечто веселое. What are you? You are happy. И что же тогда с вами случилось? Вы испытываете счастье. Instead of having this attitude that I hate cleaning, вместо того, чтобы поддерживать настрой, заставляющий вас думать: «О, ненавижу уборку», then you already make an enemy in yourself with what you're doing. При котором вы уже во врага обращаете тот процесс, которым занимаетесь. Because here's another truth, okay? Another truth. Потому что вот вам еще истина, еще одна истина. The truth is, whether we like it or not, we're going to have to do the washing up every day for the rest of our life. Еще одна мудрая истина.
Нравится вам это или нет, мытьем посуды придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Пожалуйста. So you may as well accept it, embrace it, you know, and be happy about it. Так что можно и смириться с этой вынужденной необходимостью, принять ее и каким-то образом ей порадоваться. Because if you think, oh no, I have to do the washing up again, you know, miserable, you know, you're going to be like that all your life. Потому что если вы относитесь к этому процессу сугубо негативно, если вы уже ощущаете муку при одной мысли о том, что нужно снова этим заниматься, ну, в этом негативном настрое и проходит вся наша жизнь. My mother, again, I'm talking about my mother a lot. She used to try and blackmail me with her emotional blackmail to do the washing up. I'm sure we've all experienced this sort of thing. Моя мама, я вообще часто про маму рассказываю, если что, в свое время пыталась заставить меня заниматься мытьем посуды с помощью эмоционального шантажа. Ну, думаю, все мы в жизни с таким сталкивались. Which for me was very painful, of course. И для меня это, разумеется, был очень болезненный опыт. So I learned very, very young to do the washing up before she even had a chance to emotional blackmail me. So I get there quick, you know. Так что я в очень раннем возрасте усвоил мысль о том, что необходимо вымыть всю посуду до того, как мама примется за свои эмоциональные манипуляции. То есть я уже заранее сам бежал на кухню, чтобы всего этого избежать. Okay. All right, so ordinary art, we can say the opposite of art that inspires and connects us to something more sacred, more ultimate, uplifts us. The opposite to this we can call ordinary art. Мы могли бы сказать, что обыденное искусство — это противоположность того созерцательного искусства, которое мы описали. То есть тогда этим обыденным искусством мы назовем то, что нас не вдохновляет, то, что не выстраивает связь между нами и чем-то сакральным и не вызывает душевного подъема. Это как бы такое обыденное искусство, искусство в обычном смысле. And I guess really we're talking about contemporary art, Western art, you can say, in a very general way. That's what we're talking about, ordinary art. И когда мы говорим об этом обыденном искусстве, мы в том числе можем думать о таких вещах, как просто в широком смысле искусство современное или, опять-таки, в очень широком смысле искусство западное. Об этих вот широких категориях мы задумываемся, когда говорим об искусстве обычном. But really we're talking about art that we create out of our own emotions. Но на самом деле все это обыденное искусство сводится к тому творчеству, к тому искусству, которое мы создаем просто под влиянием своих собственных эмоций. So, you know, we know this sort of very dramatic artist has a bad time, you know, in the revolution, whatever it is, so that he does this, or she does this very dark, dramatic artwork, you know. На ум приходят такие как бы исторические эпизоды. Да, вот этот очень мелодраматичный художник или художница, они переживают темный период своей жизни, там у них всякие страсти, и вокруг еще революция какая-то случается. И вот он реально берут полотно и такими мрачными, бордовыми, черными красками живописуют что-то такое эмоциональное. And then people who see this art, they go, oh yes, it was terrible, wasn't it, you know. Да, и потом люди, которые смотрят на это полотно, тоже так кивают головой. Да, ужасающий был, конечно, период. So you're feeding this negative kind of emotion, you know. Мы как бы напитываем этого рода конкретную негативную эмоцию. Or like you go to your poetry society and everyone tells you they're terrible poetry, you know, bad. There's nothing worse than bad poetry, isn't there? You know, nothing worse. Или вы приходите, скажем, в свой поэтический клуб, в свой поэтический кружок, а там вам все читают свою ужасающую поэзию. Как бы знаешь же по жизни, что нет ничего хуже ужасных стихов, конечно. Of course, bad poetry and, you know, this dramatic art based on the emotions, it has its place in our world. Of course it does. You know, I'm not saying it's ultimately bad. И, конечно, и у этих ужасных стихов, и у, может быть, какого-то искусства, которое основывается на бурных эмоциональных переживаниях, тоже есть роль в нашей собственной жизни. То есть я ни в коей мере не пытаюсь утверждать, что эти вещи не имеют права на существование. У них есть своя роль. But, big but, big but. From a Buddhist point of view,
we're supposed to be taming our minds. Но все же, огромное такое же, мы, как буддисты, должны заниматься укрощением своего собственного ума. Yeah. We're supposed to be taming this drama. Мы должны заниматься укрощением или усмирением этих мелодрам. Yeah. Pacify, to be peaceful, to be calm, to be kind, to be clear. Умиротворением, достижением большего уровня спокойствия, большего уровня умиротворения, большего уровня доброты и ясности. So this refers back to the art, the responsibility of the artist as myself, whose wish, whose intention, my motivation is to create art, to uplift, to inspire, to communicate Dharma. И в связи с этим, разумеется, встает соображение о том, какую ответственность вообще несет художник. К примеру, я. Какую ответственность я сам несу, учитывая, что мое желание, мое намерение, моя мотивация состоят, опять-таки, в том, чтобы вдохновлять, вызывать у людей душевный подъем, позволять им соприкоснуться с чем-то сакральным, выражая все это в дхармическом искусстве. So the art, the images can remind us to be peaceful, or make us feel peaceful, or to tame our minds, to remind us to tame our emotions, conflicting emotions. Конкретные произведения искусства могут напоминать нам об умиротворении или о необходимости стремиться к умиротворению, развивать умиротворение, или заниматься тренировкой ума, или укрощать свои беспокоящие эмоции. Okay, so that really brings us now more nearer to the traditional, we can talk about the traditional use of art, say within Tibetan Buddhism. As we know, Tibetan Buddhism is very rich in its iconography. И это нас подводит к разным соображениям о том, как именно созерцательное искусство используется в традиционном формате. К примеру, в традиции тибетского буддизма. Ведь мы знаем, что тибетский буддизм — это традиция, которая очень активна, очень богата иконографическими образами. So these images we see of these Buddhas, bodhisattvas, yidams, you know, some of them quite frightening with many arms, doing all sorts of strange things. You know, it's all symbolic. Мы видим эти иконографические образы и должны понимать, что все эти многообразные Будды, бодхисаттвы и идамы, все эти разные существа, у которых иногда много рук, голов, занимающиеся странными вещами на этих изображениях, на самом деле представляют собой символические образы. They're there to help us tame our minds. They're there to help us transform our negative emotions into positive emotions. Эти образы присутствуют или существуют для того, чтобы помочь нам в укрощении нашего собственного ума, помочь нам в преображении наших негативных эмоций в эмоции позитивные. So we can call them a very skillful tool to help us transform to our realization, to enlightenment. И мы можем их называть чрезвычайно искусным инструментом, который позволяет нам преобразовать все с тем, чтобы достичь реализации и просветления. Okay. So this, you know, their role as well, such as the tanka paintings we see, Buddhas, they're actually to help us with our practice of visualization practice. И таким образом это живописное искусство, которое в тибетской традиции мы, например, видим в форме иконописи на свитках, так называемых дханах, призвано для того, чтобы помочь нам в нашем собственном продвижении, нашей собственной практике. And the images themselves haven't just been made up to look pretty or to look, you know, Buddha-like. They have actually originally come from Buddha and come from enlightened minds. Сами эти образы не были случайным образом или от балды выдуманы для того, чтобы просто казаться красивыми или, так сказать, буддолепными. Нет, сами эти образы пришли к нам от Будд. Они происходят или проистекают из просветленных умов. So even the colors used, and more especially, very importantly, the proportions used. Потому даже используемые в дханкописи цвета, и в особенности используемые в ней пропорции, these proportions are sacred. Имеют сакральный статус. They come from an enlightened mind. Пришли из просветленного ума. So even if we paint or draw, you know, Buddha's face,
the distance between the eyes, the size of the eyes, where the nose is, everything is in this divine proportion, sacred proportion. И потому даже если мы рисуем, скажем, просто лицо Будды, конкретное расстояние между двумя глазами, ширина носа, расстояние между бровями и тому подобные черты зафиксированы и должны соответствовать очень четким пропорциям, которые в этой традиции считаются божественными или сакральными. So when we see the Buddha's face with the correct proportion, then it connects us. It connects us with something more, with this enlightenment from where it came from. Когда мы видим это получившееся в итоге изображение Будды с конкретными его пропорциями, само это видение, лицезрение образа выстраивает для нас связь с тем просветленным умом, из которого этот образ проявился. It plucks us out of samsara for that moment to enlightenment. На это мгновение нас как бы выдергивают из сансары, на мгновение перенося в просветление. Yeah, that's the power or the quality of having the correct proportioned images. И такова сила, такова мощь или таковы качества, которые связаны с этими образами, имеющими правильные пропорции. And this is the same for the mantra as well. So the sounds, the mantra, all the appearance of the mantra, the way the letters originated from Sanskrit are constructed is all sacred proportion. И то же самое касается и мантрического искусства мантр, как с точки зрения их звучания, так и с точки зрения их начертания, того, как конкретные звуки пришли к нам из санскрита, приобрели конкретные пропорции и в этих пропорциях изображаются. So if you don't know, this is one of the things I've been requested to do whilst I'm here at the weekend, isn't it? Is to teach intense two-day weekend course on how to write the correct way of writing good for visualization. Как вы, наверное, знаете, это, собственно, одна из тех тем, которые меня и попросили в рамках этого визита разъяснить. И на выходных в рамках интенсивного семинара двухдневного мы будем заниматься рассмотрением искусства того, как мантры записываются корректным образом, в правильных пропорциях. Почему? Потому что это очень помогает практикующим в визуализации. So, Tibetan calligraphy workshop. Так что это практический семинар по тибетской каллиграфии. So then comes into the next small area that I wanted to touch on. И это нас подводит к следующей краткой теме, которую мне хотелось затронуть. When we can use art as a practice itself. К вопросу о том, как можно использовать искусство само по себе, как практику. As the actual act of creativity to help us come from A to B. Как подлинный акт творчества, который позволяет нам дойти из точки А в точку Б. The act of creativity to help us tame our mind. Акт творчества, который помогает нам укротить наш собственный ум. So therefore it can be a meditative approach to creativity. В силу чего и может выступать в качестве медитативного подхода к творчеству. And learning the discipline, for example, the Tibetan writing with the correct proportion, learning that discipline is mind training. Освоение необходимой дисциплины, к примеру, в каллиграфии тибетской мы осваиваем правильные пропорции, правильные техники начертания, слогов и тому подобное. Это процесс тренировки нашего ума. So if we can learn such a discipline, that helps tame the mind. Once your mind is more tame, you have more freedom. Если нам удается освоить конкретную дисциплину, мы за счет этой дисциплины укрощаем свой ум. Когда ум укрощен, мы обретаем больший уровень свободы. So, therefore, it is discipline which people, often don't really think about, or maybe agree with. It's the discipline that gives the freedom. И потому именно дисциплина дарует свободу, хотя для многих людей эта мысль непривычная, это тема, на которой они особо не задумывались или с которой они, может быть, не согласны. Сама по себе дисциплина и приносит нам свободу. We may remember discipline from school. Но у нас может быть дисциплина, нам дисциплина может вспоминаться по школьным годам. And that didn't feel like freedom, did it? Которые нам какой-то свободой не казались, правда? No. Okay, so different kind of discipline, different kind of freedom. Так что здесь о другого рода дисциплине идет речь и о другого рода свободе.
Okay, so then I want to talk about a little bit about is what is creativity itself. И в связи с этим хотелось бы затронуть тогда вопрос о том, что же из себя представляет само творчество, сам творческий процесс. Because again, there's this interesting difference between what we call creativity for us as Westerners or as Easterners. И ведь здесь мы опять сталкиваемся с интересным различием между тем, что мы называем творчеством или творческим подходом на Западе в широком смысле, и творческим подходом с точки зрения восточного понимания. There is a little cultural difference between the two. Sуществует между этими двумя мирами или двумя интерпретациями определенные культурные различия. As I kind of touched on it already, but as a Westerner, creativity, we have the art scene, we could say, the art scene. Да, как я уже, в принципе, упоминал этот вопрос, но в целом, опять-таки, скажем, что у нас на Западе, когда мы говорим об искусстве, есть так называемая художественная тусовка. Мы это так можем назвать. On the art scene, there's lots of UFEs floating about. UFE. And E would be... UFE? Yeah, and the E would stand for? I'll tell you. Oh, because I need... Oh, I see, okay. Unidentified flying egos. Okay. Да, есть у нас этот как бы мир искусства, художественная тусовка, и вот в этом мире искусства летает много разных НЛЭ. Они там летают такие в пространстве. So I just said UFE. Yeah, UFE, yeah. So unidentified flying egos. Неопознанные летающие эго в этом художественном мире клубятся. But with the art in the East, you could say in the Far East, we say Buddhist art. И в то же время искусство в дальневосточных странах, или, можно так сказать, буддийское искусство, например, then it's supposed to be, it's more ego-less. Предполагает от художника, требует от художника скорее отказа от эго. And much like perhaps the artists of medieval Europe and Russia, Christian medieval scribes who created these beautiful illuminated manuscripts, much like this. В значительной степени, как это обстояло и в средневековом европейском искусстве, когда безымянные каллиграфы, писцы и авторы книжных иллюстраций создавали изумительные иллюстрированные полотна, рукописи, написанные от руки, при том, что имена их до нашего дня не дошли. Этот процесс одинаковым образом происходил как в Европе, так и в России. This was done out of the labor as a scribe was done out of devotion. И этот свой труд, такой переписчик рукописных текстов, автор этих рукописных манускриптов, осуществлял в силу своей набожности, в силу своей преданности каким-то идеалам. Not with the motivation to become one of the UFEs, to be famous. А не с устремлением к тому, чтобы стать одним из этих самых НЛЭ, или прославиться. But more in the Buddhist point of view, we also have the act of the creativity, creating a tanka, building a temple, all of these artistic things, copying manuscripts, is also you can say an offering. It's an offering. Кроме того, в буддийской культуре общепринято создавать эти произведения искусства, будь то иконопись Кханка, или строительство храмов, или рукописное создание рукописей, переписывание священных текстов от руки в качестве своего рода акта подношения. Because as Buddhists we have faith, we have the belief that to become enlightenment, because we believe in karma. В силу того, что буддисты верят или обладают некой преданностью по отношению к идее просветления. Они верят в достижимость просветления в силу того, что придерживаются представлений о карме. We need two essential qualities to become enlightened. И считается, что для достижения этого самого просветления необходимы два сущностных качества.
And these are called the two accumulations. которые называются двумя накоплениями. The accumulation of merit and the accumulation of wisdom. Накоплением заслуги и накоплением мудрости. So creating art as an offering is the accumulation of merit. Создание произведения искусства в качестве подношения и представляет собой процесс собирания накопления заслуги. And in a way, at the same time, copying manuscripts, etc., is helping preserve the wisdoms. Но в то же время мы можем сказать, что процесс рукописного переписывания текстов и тому подобные вещи — это процесс, который способствует сохранению мудрости. But of course, what makes real wisdom is the practice of them. Но, разумеется, то, что порождает подлинную мудрость, это процесс практики учений. Yeah, to contemplate, to meditate, and to understand, this is what develops the true wisdom. Размышление или созерцание, медитация, осмысление — это вот и есть те вещи, которые приводят к подлинной мудрости. Okay, and then I think I'll finish off with just to share something with you. I have this kind of burning question all the time myself, asking every teacher the relationship between creativity and Buddha nature. В заключение поделюсь с вами еще одним соображением. Сам всегда задаюсь таким горящим для меня вопросом, к которому я обращаюсь ко всем буддийским учителям, и это вопрос о взаимосвязи между творчеством и нашей природой Будды. Как эти два понятия, как эти две вещи между собой соотносятся. Because I truly believe that good creativity should be egoless. Потому что я верю, что подлинное творчество должно быть бессамостным, свободным от эго. It shouldn't be tainted or influenced by emotions. Не должно быть загрязнено или запятнано нашей эмоцией. So it should come from a pure heart. Не должно проистекать из чистоты сердца. So really, what is Buddha nature but a pure heart? А что такое природа Будды, как не, собственно, чистое сердце? It's so if you're able to be creative without these negative influence from a pure motivation, then you could say this is an expression of Buddha nature, your pure mind. Мы можем сказать, что если вы в силах заниматься творческим процессом с некой чистотой сердца или без влияния негативных эмоций, или с ясностью и спокойствием ума, тогда ваше творчество, ваше произведение искусства и оказываются проявлением вашей природы Будды. And then when people see what you created, maybe then it also opens their true nature. They see something. Когда люди видят конечный продукт, который вы получили, это лицезрение, может быть, и для них раскрывает их собственную истинную природу. Они уже что-то в этом видят. So I've been asking a lot of these lamas, these Tibetan lamas, what's a good Tibetan word for creativity? I want to hear what you say about creativity. Я много разговаривал с тибетскими ламами на тему того, как удачно было бы перевести на тибетский язык само понятие творчества. Каким конкретно тибетским термином мы могли бы саму эту идею, само это понятие передать? And actually, for once, they kind of struggle to give an answer. И это, на самом деле, один из тех немногих вопросов, которые у них вызывают определенные затруднения. Normally it's the other way around. Normally, Tibetan words have a great deep meaning, and we struggle to find English or Russian equivalent. Да. Обычно все дело обстоит наоборот. У тибетских слов очень глубокий смысл, и мы вот мучаемся, мякаемся, бекаемся, пытаемся отыскать хоть какие-то адекватные понятия для передачи того же смысла на английском языке, на русском языке, на каком угодно. Тибетский термин очень сложно как-то зачастую однозначно передать. Because for us, the word creativity is very deep, it's very rich. Но здесь все обстоит наоборот, потому что в наших языках понятие творчества — это понятие чрезвычайно глубокое и насыщенное. And I think the reason why they can't find one word to describe it is because it's also very rich for them, but they haven't put it just into one word. И думаю, причина, в силу которой тибетские учителя затрудняются однозначно ответить на этот вопрос, состоит в том, что и для них понятие творчества — это нечто чрезвычайно богатое и насыщенное.
И они просто так никогда и не вписали его в какой-то единый термин. But discussing this with one Lama, I wanted to share you. Но, собственно, результаты обсуждения этого вопроса с одной из лам я и хотел бы для вас озвучить. She said, Она говорит, she said, the good word in Tibetan is hundrup. один удачный термин на тибетском для обозначения творчества звучит как лхундру. Hundrup doesn't just mean spontaneous. It's not just spontaneous. И это понятие лхундру не сводится просто к спонтанности, как бы это такой основной смысл. Это не просто спонтанность или непринужденность. It's more than just spontaneous, because spontaneous really describes one aspect of creativity, doesn't it? Нечто более насыщенное. Ведь, конечно, само понятие спонтанность или непринужденность описывает один из аспектов творчества, да? But what it means is it's spontaneous because it has not caused, it hasn't happened yet. Речь has not been caused. It's not yet caused. Yeah. Это понятие лхундруб передает также и аспект этой спонтанности, смысл спонтанности с точки зрения того, что описывается нечто, что еще не проявилось, нечто, что еще не было вызвано. It's really saying that it's complete in itself. It's complete. It's completeness. There's nothing more than completeness. Этот же термин указывает на то, что какое-то явление или что-то уже полно в себе. Там нет ничего, кроме полноты, кроме завершенности. It's not trying to be something. It's not something. It just is. То, что описывается этим понятием лхундруб, не пытается что-то из себя изобразить, не пытается чем-то притвориться, оно просто есть. But then went on to say that we can break this into three different qualities. Но далее это понятие лхундруб мы можем разделить на три конкретных качества. Three different qualities of creativity. Три различных качества, которые описывают творчество. The first one is tsal. Первое из них это цал. Tsal means creative power or essence. И цал это буквально творящая сила или творящая сущность. It's that characteristic, intrinsic skill or ability, the virtue, your ability, your energy into something. Это как бы отличительная черта, или это свойство, или присущий чему-то навык, или способность, или добродетель, которые позволяют чему-то быть. Or you could even say the virtue of it. Мы бы могли даже сказать просто, что это добродетель какого-то объекта. So that's the first thing. И это первое из понятий, цал. The vitality. Жизненная сила, жизненная мощь чего-то. The second quality of creativity Второе качество, связанное с творчеством, is play. это игра, игривость. Yeah. Which, of course, as I said before, relates to freedom. Что, разумеется, как я уже описывал, соотносится со свободой, связано со свободой. So we can say play in all its senses, И здесь мы подразумеваем игру или игривость во всех возможных смыслах. Because it is, if you think about creativity, there is an enjoyment. If you're an artist and you get stuck into what you're doing, you're in the zone. We say you're in the zone, and it's very playful and very you enjoy it. И, разумеется, если мы так задумаемся, мы эту игривость увидим в процессе творчества. Мы знаем, что процесс подлинного творчества подразумевает получение удовольствия от процесса. Мы так говорим, что художник как бы входит в поток, да, или вот он в струе сейчас, и в этой струе наслаждается происходящим, наслаждается созданием. So far we have your skillful ability to play. Так что, таким образом, сочетая первые два свойства, мы уже получили искусственную способность играть. So the third element to creativity is ornament. И тогда третье понятие, которым описывается творчество, это понятие украшения. The beautifying feature of a thing. Некая украшающая черта, украшающее свойство какого-то объекта. So your skill to be creative, your skill to be creative to make something beautiful. И собирая все это в целом, мы получаем навык или искусность, которые позволяют вам в процессе творчества создавать что-то прекрасное. And beauty isn't just something pretty,
И, разумеется, здесь под прекрасным мы подразумеваем не просто такое вот красивенькое. Beauty, what is the most beautiful thing for most of us is nature, isn't it? Seeing nature. Каков самый прекрасный объект, который большинство из нас в жизни когда-либо лицезрело? Ну, это природа, лицезрение природы. Because nature is alive, it has space, smells, colors, everything is just beautiful. Природа обладает своей жизнью, она содержит в себе пространство, она полна цветов, запахов и всего остального. Все в ней как бы присутствует. Все это изумительно. A good artist has this ability in his playful way to communicate that. И хороший художник обладает способностью в своем собственном игривом ключе это же качество передавать, доносить. You can take the opposite, you know, if somebody paints a Buddha with kind of like dirty colors. Но можно рассмотреть и противоположный пример. Предположим, кто-то живописует Будду такими грязноватыми оттенками. And the proportions are all wrong. Пропорции все там какие-то сикость-накость. Maybe he's got little piggy eyes and then this big mouth. Глаза какие-то свинячьи, рот огромный. And then sitting under the Bodhi tree, he's not upright, he's sort of like this, you know. И вот он там как будто бы сидит под деревом Бодхи, но не с прямой спиной, а как-то весь скрючился. You're going to say, that's the most ugly Buddha I've ever seen. Вы на такое художество посмотрев, скажете, господи, это самый уродливый Будда, которого я в жизни своей видал. And will it inspire you to get enlightened? Вдохновит вас такое художество на достижение просветления? Is it beautiful? Покажется ли оно прекрасным? No. Нет. So you can see the real reason, you know, why we need these different qualities. И в этом вы видите соображения, в силу которых нам необходимы все перечисленные качества. Okay. So, any questions? Какие-либо вопросы? Можно ли подробнее объяснить, что такое творящая сила или первый элемент? Can you elaborate a little bit on the цал component, the creative power? Yeah, creative power. I mean, you need enthusiasm. Необходим энтузиазм, да? Yeah. Все. Если кто-то из современных художников, которых мы можем видеть в галереях или на выставках, кто представляет собой кармическое искусство, но в таком светском. Ага. Если кто-то из современных художников, которых мы можем видеть выставляемых в галереях и тому подобных вещах, и которые занимаются кармическим искусством, но в светском формате. Are there any modern artists that we could perhaps see in galleries and so on that are doing what you would describe as dharmic art, but in a secular context? Dharma art. I mean, the true pioneer who coined the term Dharma art, of course, was Chodron Trungpa Rinpoche. Подлинным первопроходцем, который вообще создал, как бы склеил эти термины и получил понятие дхармического искусства, был, конечно, Чогьям Трungpa Rinpoche. It's probably difficult to go and find it in art gallery or museum or something, but there's certainly plenty of publications. И, разумеется, было бы сложно, наверное, прийти просто так вот в галерею или в музей, там разыскать дхармические работы, но, безусловно, довольно много их мы можем найти в публикуемых каталогах. For me personally, I think some of our own Western artists were Dharma artists, even if they didn't know it. С моей собственной точки зрения, многие из наших западных художников были, безусловно, художниками дхармическими, даже если они себя так не описывали, сами об этом не знали. Anything that lifts the heart. По сути, речь о любой вещи, которая вызывает сердечный подъем. Anything that's really beautiful. О чем-то, что по-настоящему кажется прекрасным. Or even thought-provoking, you know. Или даже заставляющим задуматься. William Blake. Уильям Блейк. Yeah? Just off the top of my head. Ну, это первый, кто приходит на ум. There's many. А так вообще полно. You know, I personally find the impressionists, French impressionists, you know, just like, just so beautiful. The colors, you know, it's almost like psychedelic, you know.
it's almost another world. Ну, к примеру, для меня лично французский импрессионизм. Как бы там все такое вот яркое и красочное, но полный психодел какой-то. И ты замечаешь, что это как бы отголосок какого-то иного мира. I think they had almost, it's like, you could describe it almost like a sacred view of the world. Можно сказать, что художники, которые в этом стиле работали, поддерживали своего рода сакральное видение мира. In sacred view, I mean, a little story here. One day as a monk, I was walking in the countryside. И когда мы говорим про это сакральное видение, просто расскажу историю на тему. Когда я еще был монахом, я как-то раз шел по сельской местности. And it wasn't a particularly nice sunny day. It's in Scotland, lots of clouds, you know, grey. День был не особо-то какой-то жизнерадостный, дело было в Шотландии, так что там не ахти как вообще с погодой. И вот тучи в небе, все такое серое. And I met, coming towards me, I met a mentor, my teacher, who's a tanka painter, old Tibetan tanka painter. И навстречу мне по этой же сельской местности шел мой собственный наставник, очень пожилой тибетец, который занимался тханкописью. His name is Sherab Palden Beru. Sherab Palden Beru. Звали его Шераб Палден Беру. Beru, yeah. And I was apprentice to him. I was learning from him. Я был его подмастерьем, учился у него. And he stopped. He went, oh, as he did. He stopped, and we looked at the sky. He said, look at the sky, you know. И вот мы с ним встретились на дороге, и он, как это было ему свойственно, такой, издал такие звуки, а потом говорит, посмотри в небо. И вот мы стали пялиться в это небо. And he pointed out, he made me see, through his eyes, he said, look at the delicate pink in the corner of this cloud. Look at the yellow here, you know. Look at the green in this cloud here. И он мне показал то, что он видел в этом небе. Он сказал, обрати внимание на тонкий розовый оттенок на краях вот этого облака, посмотри на желтый отцвет здесь, посмотри на зеленый цвет вот в этом облаке. He saw everything like his tanka painting. Он все видел как свои собственные произведения тханка. And that really, it was like a little empowerment. It really opened my eyes, you know. Actually, there's all this color in the many shades of grey. И само это взаимодействие тоже для меня оказалось своего рода посвящением, потому что открыло мне в каком-то смысле глаза, заставило меня начать видеть, что даже в оттенках серого сокрыто множество цветов. Интересовались ли вы когда-нибудь арабской, китайской каллиграфией? Просто интересовались ли вы, да? Ну да. Интересовались ли вы когда-либо арабской или китайской каллиграфией? Have you ever been interested in Arabic or Chinese calligraphy? Yeah, very much so. I wish that my life was 3 times longer. You know, I wish I had another 80 years or something, because I'd love to learn Arabic, Chinese, Mongolian, many superb world calligraphy traditions. Очень даже. И очень бы хотелось, конечно, прожить в 3 раза дольше, иметь в запасе еще как минимум 80 лет и за эти годы освоить и арабскую каллиграфию, китайскую, и монгольскую, и вообще все эти превосходные традиции каллиграфического искусства. Chinese, from the Zen point of view, because they have this amazing tradition of this meditative approach. It's a practice in itself, like an enzo. С китайской традицией я знаком с дзенской точки зрения, потому что там очень богата традиция созерцательной практики в написании в каллиграфическом написании, в том числе есть так называемая практика начертания кругов энцо. Islamic, because I consider is the most sophisticated calligraphy tradition in the world. Исламскую каллиграфию я назвал бы самой изощренной, самой сложной из каллиграфических традиций нашего мира. Incredible craftsmanship, you know, skill. Это невероятный уровень ремесла. Because is Islam, they're not supposed to represent anything figurative, you know, other than God. Поскольку ислам воспрещает изображение, как бы создание изображений, сакральных изображений в прямом смысле, то есть образов.
They had to put all their creativity into the writing. Весь творческий пыл пришлось как раз пустить в каллиграфическое искусство. And because of that, it became very sophisticated and very beautiful. И в силу этого оно стало чрезвычайно изощренным и чрезвычайно прекрасным. Pleasure. Вы упоминали пропорции, цвета, используемых в танкописи. Считаете ли вы, что это работает, скажем так, универсально, или все же нужен какой-то культурный контекст, чтобы это все правильно работало? Вы упоминали пропорции, цвета, которые используются в танкописи. Считаете ли вы, что это универсально или нужен какой-то культурный контекст? You've mentioned the proportions and colors used in tanka painting. Do you think that's completely universal, or is there a cultural context for each of these things? I think there is, stylistically, there's cultural context, yeah. Думаю, что с точки зрения стилистики существует культурный контекст. But what it's touching within our deeper mind is the same. Но то, что само это искусство затрагивает на уровне глубинных слоев нашего ума, это вещь универсальная. There's no boundaries between cultures. Нет никаких границ между культурами. Yeah. We're all human beings. We all want to be happy. Мы все люди, и все желаем быть счастливы. So I think anybody can meditate on Buddhas and deities that look Oriental. И потому я думаю, что любой человек может медитировать на Буддах или божествах, которые, как кажется, имеют какой-то восточный облик. But because they come from enlightened minds, then it has the ability to transform us, no matter what nationality we are. В силу того, что эти образы происходят из просветленного ума, они обладают способностью нас преображать, независимо от того, какая у нас там национальность. Is there time for a little story? Пришло время рассказать краткую историю. Yeah. The head of one of the main schools in Tibetan Buddhism is Karmapa. Глава одной из главных школ в тибетском буддизме — это Кармапа. And the 16th Karmapa I knew as a child. С 16-м из Кармап я был знаком еще в детском возрасте. This is the previous Karmapa. Это был предыдущий Кармапа. He traveled around the world in the 70s. 16-й Кармапа путешествовал по всему миру в 70-е годы. And while in America, he was invited by the Hopi Indians to their what do you call, private reservation. It was out of bounds normally to people. И когда он путешествовал по Америке, индейцы племени Хопи пригласили его посетить их резервацию, которая в целом закрыта для посещения посторонними людьми. Yeah, restricted area. Это ограниченная для посещения территория. Because for the Hopi Indians, they had a prophecy that one day their brother with the red skin would come and replenish them. Почему это случилось? Потому что у индейцев Хопи было пророчество о том, что однажды к ним явится их брат с красной кожей, который оживит их жизнь. They believe Karmapa and the Lamas was this prophecy. И индейцы Хопи верят в то, что Кармапа и ламы в целом — это как раз те самые братья из этого пророчества. So they went to the reservation. И вот Кармапа со своей свитой прибыли в эту резервацию. And the chief had great faith in Karmapa. А вождь племени Хопи обладал большой верой в Кармапу. And so he asked Karmapa, please give me refuge. You know, the ceremony to become Buddhist. И сказал: пожалуйста, проведите для меня церемонию прибежища. Это церемония, в которой ты формально становишься буддистом. Obviously valued this connection. То есть, очевидным образом, он ценил саму эту связь, возможность установить такую связь. And of course, because the head chief did, then the whole community took refuge. И, конечно, раз уж вождь это сделал, то и все сообщество то же самое сделало, тоже обратилось за прибежищем. He also said, "Oh, we have a problem with drought here." И вождь также сказал, пока все это происходило, у нас вот еще и проблемы есть, у нас проблемы с засухой. And the next day it poured with rain. А на следующий день пошли, конечно, дожди. They also, this is interesting and really the point of the story, they also had these traditional, like
sand mandalas, but these traditional kind of abstract with symbols they used to create on the ground in different colored earth. И интересный момент во всей этой истории, почему я вообще ее рассказываю, стоит в том, что у индейцев Хопи есть древнее искусство создания того, что мы могли бы по аналогии назвать песочными мандалами. То есть это создаваемые из разных оттенков земли графические абстрактные изображения, структуры, которые включают в собой разные символы, абстрактные и тому подобное. And they were related, to symbolically to their ceremonies and way of life. И эти абстрактные структуры особым образом символически соотносились с церемониями племени Хопи, с самим их образом жизни и так далее. They could remember how to make them. Индейцы помнили, как создавать эти изображения, But they'd forgotten their meaning. но забыли их смысл. So they asked the Karmapa, he said, "Oh, okay, you make for me." So there's many of them, made many of these. И индейцы, собственно, задали вопрос на эту тему Кармапе, и он сказал, давайте, изобразите. И они сделали, поскольку таких особых структур много, они изобразили много конкретных комбинаций. And because the Karmapa has an enlightened mind, И поскольку Кармапе присущ he просветленный ум, could interpret each one exactly the meaning. он обладал способностью в точности проинтерпретировать смысл каждого из узоров. The source of this is the same as their tradition. Потому что источник тот же самый, что и в традиции, конечно, источник интерпретации тот же самый, что и в традиции самих индейцев. Конец. That's the story. Все, это история. Такая вот история. Oh? А? Yes? Да. У меня такой вопрос. Владеете ли вы, вообще занимаетесь ли вы так называемым свободным стилем каллиграфии? И если да, то в какой степени это искусство относится с тем, что вы называете формическим искусством? Владеете ли вы так называемым свободным стилем каллиграфии? И если да, как свободный стиль каллиграфии соотносится с тем, что вы назвали хармическим искусством? Are you familiar? Do you have any mastery of the so-called freestyle calligraphy? And if yes, what's the connection between that style and what you described as dharmic art? Freestyle calligraphy in the Zen tradition? Каллиграфия свободного стиля по аналогии с тем, как она используется в традиции дзен, например, да? Yeah. Yes, I have a huge appreciation, and I do practice freestyle calligraphy, yes. Да, я очень ценю сам этот подход, и да, я сам также практикую каллиграфию свободного стиля. Only it came later on in my career as a calligrapher, artist. Но и этот стиль в мою собственную карьеру как художника-каллиграфа пришел относительно поздно. Because like anything, you shouldn't try and fly before you can even walk. Потому что, как и вообще в любом деле, не следует пытаться летать, прежде чем научишься ходить. You need the traditional foundation to write properly first. Сперва необходим традиционный фундамент, который позволяет правильно писать. But then also the more I wrote, created calligraphy. Но затем, чем больше я занимался каллиграфией, упражнялся в начертании, the more I recognized and developed it as a spiritual practice as well. тем больше я сам для себя этот процесс развивал или оформлял как духовную практику. So therefore I'm very interested in what we call freestyle. И потому меня самого очень интересует то, что мы называем свободным стилем. Perhaps at the end of the workshop at the weekend, then I'll do one example of that. Может быть, в конце практического семинара на выходных я выполню пример свободного стиля. What time does it finish on Sunday? 6. В 6 завершается у нас практический семинар. So if it's going to be here? Another room, but the same building. Yeah, okay. So if we say at 5 o'clock, there will be this demonstration. So anyone who isn't attending the calligraphy course can visit at 5 o'clock. Предположим, можно так сказать, семинар для зарегистрированных участников, но и даже если вы в нем не участвуете,
то при желании вы можете в воскресенье прийти сюда же в открытый мир, в другом зале, сюда же в открытый мир в 5 часов, просто на демонстрацию свободного стиля. So this will be a demonstration where I will explain, go through the process of the meditative approach to the freestyle. И это демонстрация, в рамках которой я продемонстрирую сам процесс и объясню, в чем же состоит медитативный подход, который применяется при использовании свободного стиля. Yes. Да. Ага. В техническом искусстве допускается вот эта игра, и в каких пределах? То есть когда уже можно сказать, что изображение соответствует канону? А допускается ли в дхармическом искусстве игра и в каких пределах? Когда можно сказать, что изображение уже не соответствует канону? Is there any room for play in the dharmic art, and to what extent? When can we say that an image does no longer comply with the tradition? That's interesting. I think you have to know your place as an artist within the tradition. Это интересный вопрос. И я думаю, что, чтобы на него ответить, нужно просто знать свое место как художника в рамках конкретной традиции. You can only play if you have full confidence in what you're doing. Играть можно только, когда обладаешь полной уверенностью в том процессе, которым ты занят. Otherwise, it could be irresponsible play. В противном случае можно заняться безответственной игрой. It could become more of a distraction than a benefit. И тогда скорее получается отвлечение, чем какая-то польза. So I agree it is a fine line. Я согласен с тем, в смысле о том, что это очень тонкая разделительная черта. I tread this fine line myself because I'm a contemporary Tibetan calligraphy artist. И я сам по этой очень тонкой черте ступаю, потому что я человек, который занимается современным тибетским каллиграфическим искусством. My wish is to create contemporary art without compromising the tradition. И мое желание состоит в том, чтобы создавать современное тибетское каллиграфическое искусство, при этом не идя на компромисс с традицией, не компрометируя традицию. And that's a fine line to tread. И это тонкая тропа, узкая тропинка. Does that answer your Я ответил на question? ваш вопрос? Yeah. Wrap it up? Yeah. Well, yeah. Okay, thank you very much. I hope to see you all again. You've been a really lovely audience, lots of smiles. Made me happy, and I hope you leave very happy. And any goodness you felt, experienced, then dedicate that to everybody else in the universe so they can be happy, just as happy as well. Спасибо вам большое. Я надеюсь еще вас всех повидать. Вы были очень приятными слушателями, активно мне улыбались, радовались, и я тоже поэтому радовался. И в связи с этим любую радость, любое счастье, которое вы переживаете, можно мысленно посвятить всем остальным существам во Вселенной для того, чтобы они тоже такой же уровень счастья обрели. Спасибо.